Компания Genesis, премиальный бренд Hyundai, полностью раскрыла технические характеристики нового электрического кроссовера под названием GV60. Электромобиль предложат в 3 модификациях, включая полноприводную с 435-сильной двухмоторной установкой, которая набирает первую сотню за 4 секунды. Кроме того, GV60 получит дрифт-режим и режим наддува, который на 10 секунд повышает отдачу электромоторов. Genesis 60 серии показали еще в августе, но только сейчас опубликованы подробности и характеристики. GV60 – это компактный электрический паркетник, который создан на модульной платформе концерна Hyundai и GMP. Она лежит в основе Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5. Про них я уже рассказывал в отдельном видео, ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого ролика. Длина GV60 составляет 4515 мм, ширина 1890 мм, высота 1580 мм, а колесная база составляет 2900 мм. Таким образом, кроссовер чуть короче собратьев по архитектуре и GMP. При этом расстояние между осями у него такое же, как и у EV6. Но Ioniq 5 может похвастаться 3-метровой колесной базой. На родине премиальный кроссовер будет доступен с колесными дисками на 19 и 21 дюйм, шасси со стойками Макферсон спереди и многорычажкой сзади. Богатая комплектация имеет адаптивные амортизаторы. Их жесткость меняется на основании данных с фронтальной камеры, которая сканирует дорожное полотно перед автомобилем. Что касается дизайна экстерьера, то помимо выдвижных ручек и камер вместо зеркал, GV60 получил визуально разделенные надвое по горизонтали фары и задние фонари. В нижнюю часть фальшрадиаторной решетки встроен воздухозаборник для охлаждения тяговой батареи, а капот заходит на крылья. Изображения с боковых наружных камер выводятся на экраны, закрепленные в нишах на дверях. Впрочем, не исключено, что камеры будут опциональными, и в базовых комплектациях электрокар предложит только с обычными зеркалами. В салоне установлена единая панель, объединяющая цифровую приборку и экран информационно-развлекательной системы. Также обещаны кожаный салон и двухзонный климат-контроль. Платформа GMP позволила сделать ровный пол, а селектор трансмиссии, шайба MIDI-системы и подстаканники расположены на отдельной консоли, которая закреплена на подлокотнике. Еще Genesis будет иметь биометрические сканеры, позволяющие обойтись без традиционного ключа метки. Отпереть машину можно с помощью системы распознавания лица, а включить зажигание по отпечатку пальца. Есть система активного шумоподавления в салоне и имитация звука бензинового двигателя. Опциональная система Bang & Olufsen имеет 17 динамиков, а в мультиконтурных передних креслах установлено по 7 пневмокамер. Еще в салоне есть 8 подушек безопасности, включая сразу 2 центральные, которые надуваются между передними сиденьями, предотвращая соударение водителя и пассажира. Базовый Genesis GV60 с задним приводом развивает 168 кВт. Это 228 лошадиных сил и 350 ньютон-метров. Полноприводный хэтчбэк с 2 электромоторами выдает 234 кВт, 318 лошадиных сил и 605 ньютон-метров. Заряженная вариация с передними либо задними ведущими колесами допускает режим дрифта и обладает мощностью в 320 кВт, 435 лошадиных сил и 605 ньютон-метров. Он доступен благодаря наличию электронного дифференциала повышенного трения и системы векторизации тяги. А одним нажатием кнопки можно активировать режим наддува на 10 секунд, повышающий отдачу до 360 кВт, 489 лошадиных сил и 700 ньютон-метров. Этот режим позволяет разогнаться до сотни за 4 секунды. GV60 комплектуется только одним вариантом батареи емкостью 77,4 кВт-часа. Заднеприводная модель способна проехать на одной зарядке 451 км, двухмоторная – 400 км. А запас хода версии Performance модель составляет 368 км. Предусмотрена поддержка зарядки с напряжением 800 вольт и мощностью до 350 кВт. Она позволяет заправиться с 10 до 80% за 18 минут. При этом сам кроссовер может служить в качестве резервного 3,6 киловаттного источника питания. Старт продаж электрических паркетников Genesis GV60 намечен на 10 ноября. Цены в Корее начинаются с 59 миллионов 900 вон, приблизительно 3 миллиона 670 тысяч рублей. Полноприводная версия стоит 64 миллиона 590 тысяч вон, 3 миллиона 960 тысяч рублей.
а за топовый хот хэтч просят 69 миллионов 750 тысяч вон, приблизительно 4 миллиона 270 тысяч рублей. Какой кроссовер из соплатформенников вам больше всего понравился? Новый Genesis GV60, Hyundai Ioniq 5 или Kia EV6? Напишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.